очень многие переживают и думают, что красивый цветник, любая композиция может получиться только из дорогих растений. Ничего подобного. Это очень красиво. Такой воздушный сад. Это очень функциональный домик с точки зрения, даже сейчас в нем можно просто жить. У тебя тоже есть изгородь, но смотрится она очень замечательно. Здесь прекрасные шпалерные яблони. Здесь еще и прививка 2 сортов. А здесь у меня вообще 4 сорта. Кое-что на штамбе здесь есть еще. И это просто невероятная красота. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники и все те, кто интересуется загородной жизнью. Сегодня я в гостях. В гостях у моей подруги, ландшафтного дизайнера, у Оксаны. В гостях в ее шикарном саду. Сегодня будет экскурсия в сад, где мы вам все расскажем и покажем. Ну что, с чего начнем? С чего начнем? Ну давай сначала. Здесь, в принципе, вход в террасу. Ну, спасибо, во-первых, да, за комплименты. И неожиданно шикарный. Это он еще не шикарный. Сама видишь, сколько всего не посажено, сколько всего делать. Это тебе кажется, нам так Возможно. не кажется. Сейчас в комментариях обязательно скажут, что это кажется только тебе. Ну хорошо, я так и буду считать. Ну и дом тоже еще не доделан, еще не все фасады. В общем, работы много-много, но красоты хочется. И я мечтаю, что когда-то у меня здесь будет французский садик с чудесными ароматами, с пряными травами, зона приготовления пищи, но это все когда-нибудь потом. А сейчас, пока вот душа просит песен, как это сейчас говорят, здесь небольшой контейнерный сад. Но опять-таки ситуации времени, как всегда, не хватает. Тебе это знакомо. Знакомо. Розы надо резать, что-то нужно подкормить, что-то надо удобрить. Ну вот такие вот мы, любители садоводы, все равно тоже что-то не успеваем, работы много, самый сезон. Но, тем не менее, красоты хочется, она есть, она с двух сторон, поэтому потихонечку развиваем сад. Я могу сказать, что ты меня точно заразила контейнерным озеленением. И я у тебя в саду, я даже сбилась со счета, сколько у тебя таких прекрасных зон. Расскажи, почему именно контейнеры? Контейнеры, во-первых, да, я их обожаю в принципе, и изначально это была отдельная моя страсть, отдельная моя любовь. В свое время, когда у нас была возможность, я ездила, наверное, по 6-7 раз в год в Европу, в Англию. Мы очень много ездили по частным садам, по общественным садам. И я обратила внимание на то, что эта культура достаточно стала популярной, вот именно контейнерного садоводства. И отличительная особенность в том, что растения выращивают абсолютно простые, при том, что есть сады ухоженные, большие, но в них контейнеры. И контейнеры высаживают большое количество растений. Давай пройдем вот в эту зону. Одна цветовая гамма, но насколько по-разному смотрятся эти две зоны? Да, в принципе, конечно, хорошо, когда все симметрично в части цветовых пятен. Угу. Я не говорю о том, что прям четко горшки выставлены одинаково. Они примерно в одном, естественно, должны быть стиле, в одном образе. Выбирается один какой-то основной тон. У меня, ты видишь, это белый и серый, это основные цвета сада. Лейки, собственно говоря, декор, все в такой же стилистике. И, опять-таки, большой плюс контейнера в том, что мы можем каждый год менять цветовую гамму. Вот захотелось мне в этом году чего-то холодного, да, может быть, на следующий год я захочу белое с синим, там, или чисто белое. Поэтому здесь, конечно, большая возможность вариаций, но в то же время, если ты обратил внимание, у меня в контейнерах много и многолетников. Это не только здесь, это по всему саду. Я тоже так делаю, это удобно, выкопал, посадил потом на место, и при этом экономия денег, потому что у нас в садах столько всего красивого и интересного, и мы просто не замечаем это, когда растет где-то в клумбе на грядке. И это, конечно, не видно. А та же самая хоста, ты видела, около лавочки стоит, она сама по себе является шедевром, правильно подобранный горшок. Те же розы я в этом году высаживала прям просто из голого корня, практически, из красочной упаковки. Вот она за сезон, сейчас, естественно, даже в контейнере. Опять-таки, он теплый, он быстрее нагревается, лучше развивается корневая. Питание поступает вот прям конкретно. Не знаю, для меня контейнер это прям вот такая мастерская творческая. Во-первых, экспериментировать, во-вторых, это красиво, в-третьих, это мобильно, в-четвертых, вот хочешь, меняй ситуации, можно вообще взять все под осень, разобрать и сделать композиции уже такие поздние осенние с переходом в зимние. И вот чаще всего я видела видео именно с этого газона и вот на с студию. видом, да, на студию, на этот маленький домик. Я помню, что он у тебя появился гораздо раньше основного дома. И расскажи функцию, главную функцию этого дома и что тут вокруг. Вот он тот самый шикарный зеленый газон. Да.
Ну, первую часть участка, ты помнишь, у меня состоит из 6 кусочков, 9 соток, первые 9 соток я купила в 2019 году, и получается, что это была уже осень, и получается, что я начала осваивать участок в 2020, и понимаю, что прийти даже сесть некуда, как у тебя твои прекрасные домики, да, которые появляются маленькие. Это история, которая, мне кажется, очень распространенная. И вот появилась также студия. Я поняла, что где-то нужно остановиться, где-то нужно хотя бы покушать, умыться, даже банально сходить в туалет. Поэтому появилась студия. Студия появилась, она небольшая, здесь всего 40 квадратных метров, но это очень функциональный домик с точки зрения, даже сейчас в нем можно просто жить. Если даже приезжает гость, в нем можно остановиться, он полностью готов. Там есть и санузел, там есть и кухня, и прекрасная гостиная, и диван раскладной, и вот такая терраса, на которой очень тоже здорово располагаются контейнеры, и также лавочки. В общем, мне кажется, такое место притяжения. Вот мне оно очень нравится, оно такое душевное, мне всегда сюда тянет. А место для встречи гостей, вот приезжают опять-таки очень много нам снимать и телевизионные каналы, где-то нужно расположиться, оставить вещи, побеседовать. То есть он такую выполнял функцию свою дома, вот до тех пор, пока не появился вот в этом году большой. Еще хочу спросить вот про эту зону с качелями. У нас очень многие сажают живые изгороди из туи, к примеру, и делают это не совсем грамотно. Там вдоль забора смотрится это массивно. Смотрю, у тебя тоже есть изгородь, но смотрится она очень замечательно, потому что она выстрижена у тебя по одной высоте и не такая высокая. И перед ней еще круглые туи. Много разных форм, смотрится изумительно. Смотрю, там вот и гортензии, липы с двух сторон. Расскажи вот обычным дачникам, почему именно так? Потому что у нас наоборот, либо много разных растений и появляется такой хаос и бардак, либо вот эта вот стандартная живая изгородь и ничего более, и зеленый газон. Ну вот смотри, есть хороший пример, мы можем, если обернуться назад, увидеть у соседей тот самый пример, о котором ты говорила, когда высажены туи в расчете на то, что они когда-то разрастутся, при этом они больше разрастаются и уходят в небо, нежели в ширину. Конечно, все нужно формировать, все нужно стричь. У ландшафтных дизайнеров вообще такое очень трепетное отношение к посадке туй, трепетное в кавычки беру, потому что многих недолюбливают из-за того, что получается вот именно такая история. Даже когда высаживаешь клиенту, забывают формировать или считают, что это выглядит лучше, и получается вот такое безобразие. Ну и, собственно говоря, конечно, если ты хочешь иметь красивый зеленый фон, на котором размещать абсолютно любые арт-объекты, вот как качели, да, или любые зоны отдыха, или даже посадку цветника, конечно, туи высаживаются достаточно плотно. Вот ты видишь, они у меня уже были крупные, купленные, и при этом они высажены прям практически горшок к горшку. Делается зарезка на ту высоту, которая необходима в конечном итоге, и постепенно растение формируется. То есть срезается передняя часть, выводится высота, и вот за счет того, что здесь мы даже можем увидеть, за счет того, что мы стимулируем рост боковых побегов, она достаточно быстро становится очень плотной. Это смарагд? Это смарагд. Брабант, он все-таки имеет желтоватый оттенок, который не всегда хорошо вписывается в концепцию. Ну и много вот этих семян. И шишек, да. И появление вот такого лишнего цвета, оно иногда вот напрягает, иногда хочется просто чисто зеленого. Ну и, соответственно, когда мы говорим про построение вообще композиции, правила, контрасты, нюансы, они работают всегда. И у нас здесь есть, вот ты видишь, вертикали, рядом шарики, плоскости. То есть это все контрасты, которые очень хорошо работают. Но, когда мы говорим про нюансы, мы понимаем, что соцветие метельчатой гортензии, оно имеет тоже такую форму шарика, так же, как и выстриженные туи. Здесь еще не закончено, у меня впереди планируется посадка более низкой гортензии. Это будет полстар, который будет просто здесь создавать такую белую пену. Все не успеваешь. Расскажи про липы. Это специально сформированные липы, либо, может быть, сорт такой, что они так растут? Липа обыкновенная, но для этих целей обыкновенная липа не подойдет. Это я уже сказала, обыкновенная, да, обывательским языком. Липа мелколистная, или можно брать липу европейскую, сорт Greenspire прекрасно работает. Липа, которую мы привыкли вообще видеть деревца на штамбике. Имеем палочку, сверху крона. Если мы хотим формировать какой-то необычный объем, то нужно начинать молодой саженец, если мы говорим о том, что мы это делаем сами. И вот здесь ты можешь, кстати говоря, посмотреть, что ствол начинает, видишь, появляются ветки, вот прям с самого основания ствола, вот даже не докопаешься уже до него. То есть брал ли молодой саженец. Все ветви, которые у него были, вот у этого маленького, его потихонечку формировали. То есть на формирование такого дерева, конечно, уходит достаточно много времени. Но, тем не менее, можно делать плоские шпалеры, большие такие кубы из липы. Липа такой материал, который очень хорошо формируется. Ну, то есть, по факту, это много времени, но это реально сделать на своем участке любому.
Да, только затратно по времени. Мы Мгм. можем купить молодой саженец, вот это видела у меня, Мгм. есть большие шпалерные липы, Мы да. сейчас обязательно туда подойдем, покажем. Да, но в то потому же что- время я делала из обычных лип, которые мы покупали вот такими хлыстиками и потихонечку формировали. Кстати, у меня на YouTube-канале есть 2 серии, как вот такие шпалеры сформировать из вот абсолютно простых Мгм. маленьких саженцев. Это очень здорово, потому что многие хотят красоту на участке, но им кажется, что это дорого. Можно сделать и из подручных материалов, просто да, занимает больше времени. На Я самом просто, деле, да. сама через это проходила, когда средств было мало, красоты хотелось, но я ее по итогу получила с минимальными затратами. Ну и, кстати говоря, очень многие переживают и думают, что красивый цветник, любая композиция может получиться только из дорогих растений. Ничего подобного. Есть прекрасный принцип посадки блоком. То есть, когда мы высаживаем одно растение большим массивом, любой дербеник, любая хоста, любой самый там банальный сорт эхиноцеи, который есть у каждого дачника, флоксы, стоит нам начинать высаживать растения массивами, меняется картинка совершенно. И обратная ситуация, когда мы высаживаем одна хоста, там, одна раджерси, одна там какая-нибудь астильбочка, все, получается винегрет и мешанина. А когда даже простое растение в массиве, это всегда вау-эффект. Вот как раз те самые липы, Да, очень они красивые. И обратите внимание, как здорово дублируют вот эти липы 2 зоны отдыха. С этой стороны стоит скамейка и 2 липы, и напротив тоже 2 таких же липы и тоже скамейка. И посередине вот такая вот декоративная яблоня. да, это яблоня пендульной формы, сахалинская яблоня. Ты видишь, у нее такой очень миленький листочек. Мгм. И весной она, конечно, стоит как невеста. Вот я ее так прямо называю. Белые цветы с нежными розовыми кончиками. И вот такие яблочки, которые украшают ее до самого вот, ну, вообще до весны. Всю зиму они стоят. Птички кушают, очень здорово. Ну и да, зона эта, она предполагает наличие такой симметрии. Это зона английского цветника, регулярный сад, такая композиция с розами, с баскетами, тоже Мгм. внутри розы, но еще пока все молодое. Баскеты не стриженные, мы это не показываем. Мы это видим сами. И розарий только я заложила вот в этом году. То есть здесь еще нужно заполнять его обязательно многолетниками, добивать еще розы. В общем, работы много. Ну и то, что я просто обязана вам показать, это огород. Потому что самый декоративный из всех декоративных у Оксаны. У нее есть там и овощи, и плодовые, и кустарники, и на штамбе, чего только нет. Пойдем, расскажешь нам и покажешь, что вообще можно запихнуть в высокие грядки, чтобы их украсить, но при этом ваше внимание, как отгорожена зона декоративного огорода от основного сада. Здесь прекрасные шпалерные яблони, и у меня на участке будет точно так же, потому что когда у Оксаны я это увидела, говорю, хочу, не могу. Посмотрите, какая красота. Расскажешь про них? Да, конечно, и у тебя они тоже будут обязательно, потому что это прекрасный прием, когда мы можем использовать в качестве шпалер и декоративные яблони, и плодовые. У тебя мы можем вполне сделать и плодовые яблони, потому что они у тебя тоже граничат с основным огородом. И это также будет очень красиво. Мы сейчас с тобой посмотрим, они у меня чуть-чуть дальше есть. А что касается декоративных, конечно, здесь я не стала именно в этой зоне делать плодовые, потому что здесь, как ты видишь, зона английского сада. И для того, чтобы как-то это стилистически увязать, высадила именно декоративные. Это яблоня Ола. Декоративная, она очень красиво цветет розовым цветом. Ну и, собственно, потом такие очень милые яблочки. И, по сути дела, мы сюда заходим, и такой центральной точкой в декоративном огороде, причем, кстати, ее видно прям с качелей. Это такая самая длинная ось сада. Здесь теплица. И контейнерная зона Да. еще одна, Да, яркая. контейнерная зона обязательно. Но здесь у меня есть, кстати говоря, и земляника в контейнере. Здесь у меня вот яблоня вот эта колоновидная, есения сорт, она у меня уже 2-й год. Прям тут зимуют? Да, прям зимует не здесь, там технический горшок, я его отношу в огород, в грядку, просто Закапываю. прикапываю. Да, весной также достаю в декоративный контейнер. В прошлом году это был годовалый саженец, там какое-то было одно яблочко, в этом году висит 5, по-моему, даже насчитал. Прекрасно. Соответственно, петунии, потому что ароматы, и привлекают сюда все-таки пчелы, бабочки, все здесь очень красиво, живенько. Ну, теплица с твоими не сравнится с огромными, но мне этого достаточно, Ну, ты потому знаешь, что... да, все по надобности. Да. Когда-то у меня тоже были большие теплицы, сейчас понимаешь, что для еды много не надо, для работы растут на работе, в производственных теплицах, в больших объемах, а для себя я тоже, как и ты, вот сейчас сажаю мало. Но И самое любимые вкусное, сорта, да, вот то же самое. Огурцы сейчас уже вытянулись, я их переведу вниз, плетями уложу. Ну, все, что нужно Да, для все, что нужно. Чуть-чуть небольшой семьи этого. поесть в свежем виде. Да, да. Прекрасно.
Поэтому особо заготовки делать в больших количествах некогда, да и съедать иногда, понимаешь, не успеваешь. У тебя же то же самое, То да? же самое, да. Вот, Вот поэтому... весь август я в поездках и в Да, командировках. да. Поэтому так, чтобы не выбрасывать. Обычно жалко бывает. Делаешь посадки, уход, полив, обработки, да, по необходимости. И вдруг вот все это потом на помойку, конечно, не хочется. Поэтому все очень по чуть-чуть. Ну, и если говорить про грядки, в этом году, честно говоря, не то что поленилась, в этом году просто перегруз, потому что очень много проектов запускали новых. И в этой грядке у меня, ты видишь, земляника, она прекрасно зимой, здесь, по-моему, 5 сортов. Между ними лук, все, что успевается, на штамбе крыжовник. В прошлом году их делала из черенков, из маленьких, формировала уже в этом сезоне, но тем не менее урожай очень хороший, уже что-то тут забегали дети, подъели, поэтому, ну, и тем не менее, все равно ты видишь, он такой достаточно обильный. То есть, я правильно понимаю, это обычный крыжовник, Самый обычный. который ты выбрала какой-то ствол более-менее ровный или как это? Да, было? можно, вот это был старый куст, который вот на этом участке, который мы купили, были старые кусты крыжовника. Мы их отдали хозяевам назад, и в момент, когда мы их выкапывали, получилось так, что некоторые побеги укоренились. А укоренились и торчали наверх палочками. Ну, естественно, я как творческая личность, чтобы мы эту палочку не использовали. То есть вот она сама, эта палочка. Мы ее подвязали. В прошлом году это только было. То есть вот ему 2-й год и вкусный. Очень вкусный, очень крупный. Смотрите, и самое главное, безумная экономия места. Растет в грядке, а вокруг растет все что угодно. Любые культуры Да. можно высаживать. Представь, вот если обычный куст, он сейчас у нас занял вот здесь 1,20 м минимум, да, а мы переводим весь урожай наверх, а низ у нас абсолютно свободен. Хочешь землянику, хочешь пряные травы, хочешь просто цветы, если уже неохота, незачем ухаживать, по большому счету. Кое-что на штамбе здесь есть еще. И это просто невероятная красота. Это красная смородина. Так это еще и вкуснота, попробуй. Это просто бомбическая история, просто бомбическая. Здесь просто вот можно, мне кажется, это какие-то вот ювелирные украшения, если мы об этом говорим. Это просто вот такой вот большой-большой объем. Вот так, сейчас я ее красивенько положу. Как тебе? Дегустационная оценка. Я вообще к смородине вкусно. ровно дышу. Но вот это единственная смородина. Сейчас я начну спрашивать, какой сорт. Скажу честно. Несуществующий. Лет 20 назад я начинала работу свою садовником на участке одного человека, который очень много ездил по Европам, привозил оттуда растения. Вот эту смородину он привез из Голландии, и она у него росла большим кустом. Я начеренковала, с разрешения, конечно, клиента, привезла домой и высадила. Она у меня росла, до сих пор растет на старом участке огромным кустом. А потом, когда я с того участка уехала, у всех похожие истории в жизни случаются, также с ребенком под мышкой, я начеренковала эту смородину, и вот здесь вот у меня, ну вот им сейчас по 3 года. Это же вот просто вот монстр, на мой взгляд. Вообще. Я думала, этой смородине уже лет 9. 3 года. Офигеть. Что у тебя растет еще интересного в грядках? Хрен с розами. Все очень банально. Отличное сочетание. Да. Ну, здесь была пустующая грядка, я покупала розы в красочной упаковке. Соответственно, чтобы они более-менее себя нормально чувствовали, они у меня вот в грядочку сюда переехали. А хрен это были старые участки, он там рос. То есть представь, здесь уже лежит плитка, здесь лежит достаточно большой слой геотекстиля, да, песка, щебня. И он пророс? И он пророс еще и в приподнятой грядке. Какая сила роста. Потом думаю, ладно, пусть сидит, все равно огурчики закрывать, ну где же надо нарвать. Ну, смотрится он, как будто ты его сюда высадила. Очень здорово. Так, вижу тут и томаты, и цветы, и пряные травы, и земляника. Еще смородина черная. Красный уже обобрали, Да, красную. успела наморозить, да. Очень здорово. То есть растет абсолютно все. Вот это что такое? А это очень интересно. Обрати внимание, какой аромат необычный. Полынь лечебная, сорт кола. Ее можно использовать для приготовления маринадов, компотов, даже в варенье добавлять. То есть очень такая вот терпко-пряно-сладкая, очень необычный аромат, замечательный. О, шикарная яблоня, только я сейчас ее увидела с плодами. То есть это обычная Это яблоня. вот как раз обычная декоративная у меня на входе, это плодовая, причем она не просто шпалерная, здесь еще и дерево-сад. То есть мало того, что она в необычной форме, здесь еще и прививка 2 сортов. А здесь у меня вообще 4 сорта. Поэтому вот у меня такие стражи на входе. Каждый ярус это свой сорт. Каждый да? ярус это свой сорт. Это очень круто. И место, главное, мало занимает. И, ну, опять, у каждому сад по своему назначению, да. И если я понимаю, что мне нужно максимум декоративности, и, конечно, я очень люблю
вкусные яблочки, я люблю, вот у меня голубика, ты видишь, там уже зреет, колосится. Но, тем не менее, для меня вот важнее больше декоративной составляющей, поэтому даже плодовые растения вот в такой форме. И, ну, я не сторонник лазить на 5-метровую высоту за яблоню, ухаживать, обрывать. Мне это радости не доставляет. А вот тут какая красота. Вербена бонарская. Это очень красиво. Такой воздушный сад. Угу. По сути дела, проход через огород в техническую зону. Ну, по большому счету, его можно было сделать там каким-то грязным, страшным, и совершенно не обязательно здесь было делать красивую посадку. Но я сюда хожу часто, ты видишь, у меня здесь и сарайчик, у меня здесь вот в углу компост спрятан, огурчики на опорах растут, поэтому здесь у меня достаточно часто бывает прогулка. И для меня вот, мало того, что это одно из моих любимых растений, к сожалению, оно у нас культивируется как однолетник, потому что она не зимует, но, тем не менее, меня ее доставляет огромное удовольствие лицезреть, здесь всегда много бабочек. Ну, и, кстати, она дает самосев. Самосев сходит хорошо, но я стараюсь сохранить маточники. Вот эти маточники у меня с прошлого года, они зимовали в холодной теплице под укрытием, но, тем не менее, вот. Очень, очень красиво. Вот эта новая зона была куплена уже в прошлом году под осень, поэтому только-только ее начали осваивать. И получается так, что забор убрали, открылась перспектива, но сейчас получается, что весь сад состоит из кусочков. Если бы это был сразу один объем, я бы его формировала сразу как один большой сад, он бы был, конечно, другим. Но так как докупалась, вот я говорю, практически 6 частей, вот последняя только появилась прошлой осенью, то здесь такой квадратно-гнездовой способ формирования сада, но тем не менее я понимала, что все равно вот эта зона вся огородная, там у меня декоративная. Ну и здесь по аналогии вот с этими грядками появились и другие грядки. Но там у меня и цветник флориста, там у меня школка. А школки всегда нужны, потому что очень много растений, которые где-то купил, что-то подарили, деть пока точно не знаешь куда, и вот школка, вот пусть она и будет. А вот эти грядки у тебя из кирпича? Да, это клинкерный кирпич, он на ленточном фундаменте, подняли его на определенную высоту, мне вот такая высота удобна по колено. Ну и, собственно говоря, потихонечку здесь у меня с прошлого года были растительные остатки, то есть такой же мини-компост, и сверху уже грунт. Но в этом сезоне уже пока тоже не разрабатывала, руки не доходят, потихонечку займемся. Здесь, по сути, остатки того, что не уместилось в теплицу, деть некуда, но мне кажется, они тут колосятся ничуть не хуже, при том, что у нас достаточно холодное лето. И базилик, салаты, и маленькие томатики, и высокенькие, вот кого-то даже еще не посадила. И вот, кстати говоря, тоже молодые черенки, будущая черная смородина. Кстати говоря, тоже очень необычный сорт. Попробуй, безумно сладкая. Ничего страшного. И очень такой, ароматная. Знаешь, насыщенный вкус. И вот очень такой вкусно. не клопоотдающий, иногда таким клопом отдает, не очень приятно. Ну и вот летники, которые я люблю срезать букеты. Как вы видите, друзья, даже из простых растений можно создавать шедевры. Мне кажется, настолько тут все гармонично и настолько разные уголки. Где-то зеленый газон, все такое, знаете, спокойное, выровненное. Где-то вот такое разнотравие, много красок, все яркое. Дай мне неделю, я каждый бы день находила тут в саду что-то свое, что-то интересное, потому что это реально хочется рассматривать. Я надеюсь, вы с нами тоже прекрасно провели это время. А с вами был нетипичный фермер и Оксана Пискарева. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока!